Так, летучий отряд по борьбе с алкоголизмом. Действо! Ночи! Дай! Раз, два! Делай! Делай! Кружняй, молодцы! Плакаты повыше, подняли портреты! Алкоголизма, змей проклятый! Тебя в объятия сжал всерьез! Домой вернувшись без зарплаты, ты причинишь немало слез! Своих детей, лишивших хлеба, ты будешь проклятым навек! Забудь, что был ты алкоголик, а стань нормальный человек! Прошу вас очень, передайте это пионеру Шварцу. Нельзя, нельзя, мамаша, нельзя, на параде есть нельзя! Можно подавиться и умереть в юном возрасте. Лёвик! 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 Пионер Шварц! Бабушка, уходи отсюда! Отдайте! Это что? Опять Шварц. Ты знаешь, чей это портрет, а? Чей это портрет, ты знаешь или нет? Это же основатель! Чтобы завтра портрет был как новый. Вот плоды их воспитания. По теории профессора Пузанца, все эти подростки будущие головорезы. А девочки? Проститутки. Да, это интересно. Витя! Витя, ты ключи забыл. Так, Лови. не вижу, И не дадут дай. эфир закрыть. Вот, поднимите там повыше портрет. Пардон. Вы кто? Мамаша? Да нет, я тетка вот этого оболтуса Шумейки. А, Шумейкина. Ермолай Спиридонович. Простите, педагог физической культуры. А я вот думаю, что мать или новая ученица. Если новая ученица, то почему не знаю. А если мамаша, то почему такая юная? Ушки у вас такие розовые. Пардон. До свидания. До свидания. Так, заглядываем инвентарь повыше, портреты, хорошо, молодцы.
Пацаны! А Суишгун почти за лестницей. Знаю. Они сейчас достанут мяч и унесут, и все. И это один мяч на всю улицу. Я придумал. Мы пойдем с твоего окна, пока низу. Ша, пацаны, ставьте войну! Войти можно. Только скользко. У меня тапочки лосевые есть. Они в ванной. А я пока поем. Дамочки, упрямочки, плохого в этом нет. Дура, закрываться нужно. Ну что, все слопал? Да нет, что осталось. Я все забываю тебя спросить. Чей это портрет? А, это тетке один знакомый художник подарил. В нашем городе я в убогой семье родился. Горе лыкая, лет 15 на О, кирпичный завод. кирпичики пришли. Ты привыкай, привыкай. Потом мне страшно идти будет. Да не пойду я. Я что ли пойду? Я думал, ты проявишь сознательность. Нет, я сказал. У тебя есть лосевые тапочки. Они не скользят. Я дам их тебе. Эх ты, Шумейкин, Шумейкин. А честь нашего двора? Я для тебя стараюсь. Мы ж потом не выйдем на улицу, а тебе авторитет наживать надо. У меня-то он есть. Какой у тебя авторитет? Сыщика, методедукции. А у тебя? С приветом. Да пошел ты. Алиска считает, что... Да плевать я на нее хотел. Ну где уж этому по карнизам ходить? Из него от страха цикорий сыпется. Ты подслушивала. Знаешь ты кто? Во-первых, я не подслушивала, а во-вторых, ты олух и компотный сыч. Подождите. Мой жизненный опыт подсказывает, что он не олух и не компотный сыч. Тогда псих. Да тихо вы. Лиза, иди сюда. Садись. Пиши. На одной идти, на другой не идти. Жребий. Это честно. Отверните. 1934 год, год крупнейших побед черной металлургии. Досрочно выдавшая стране... Выбирайте. Давай. Трехтысячный коллектив бывших правонарушителей и их семьи населяют городок. Коммуной управляется лучшими людьми из среды самих коммунаров. Идти. Ну вот, Бог правду любит. А я пока ребят соберу. Карманники, фальшивомонетчики, взломщики находят здесь свое настоящее призвание, становясь слесарями, текстильщиками, токарями, обувщиками, инженерами и художниками. Великие производственные достижения коммунаров. Ты чего? Вот, чтобы не страшно было. Слабые сны,
Ты чего? Да прекратите вы, наконец. Цвели уже давно хризантемы. Цветочки поливаете? Да. Что? О, Шерлок Холмс! Почему голова не забинтована? Целая. Здрасте. На столешку взяли мяч. Мелюзга ходит, как лунатики. А ты это никому не говорил? Не сообщил? Что наша идея? Общая, насчет карниза. А тут вот Тяня ведет расследование. Прямо как Скотланд-Ярде. Лизка плачет вовсю. А Читанёва думает, что она заболела. А она по тебе плачет. А чего по мне плакать? Тебе угрожает потрясение мозгов. Папа говорит, может стать сумасшедшим идиотом. Чего-чего? Папа говорит, что собаки умнее людей. Они не ходят по карнизам. Его папа ветеринар. Может, не совсем с ума сойду? Сколько у человека пальцев? 10. О, роковая ошибка. У человека 20 пальцев. Я стихи сочинил. Какие такие стихи? Упал я с карниза, плохие дела. Зачем ты мне, Лиза, ту маску дала? Возможен летальный исход. А может быть, стану совсем идиот. Да. Плохи твои дела. Атас! А где больной? В уборной. Поэзией интересуетесь? Это похвально. А приходилось вам видеть настоящего, живого поэта? Да, дядя Боба. Табачник? Знаю. Людям портит аппетит, карят керосина. Если примус твой коптит, значит ты скотина. Кто помойное ведро в срок свой не выносит, у того в башке мура, морда палки просит. И что это? Ям, хорей? Помойка это. Пошляк, графоман и эклектик. Вот кто твой дядя Боба. А теперь послушайте настоящего поэта, юноша. Орангутанг с улыбкой квелой шагал по рытвинам судьбы, и самолюбие уколы его вздымали на дыбы. Бледнели вдруг его ланиты, кричал он недругам: «Уйди!» И словно тонны динамита взрывали гнев в его груди. Так? Здорово. Иоанн манящий. Потом я изображаю тропический лес, а среди лиан находятся киоски, буфеты рюмочные, а в них пиво, ликеры, красная икра, балыки, паштеты. И все это бесплатно. А в киосках сидят юные девушки, русалки, а их голубые хвосты в чешуе. Тому, кто к ним лезет, дают по шее. Да, надавать бы по шее твоему наставнику, дяде Бобе. У тебя продукты есть? Есть. И это все? Это компот. Витя!
Витя Шумейкин! Витя! Витя! Здравствуйте! Витю позовите, пожалуйста. Виктор, мне выписали горящую путевку в Крым. Меня к тебе не пускают, сегодня день неприемный. Голова не болит? Да нет. Смотри, береги ее, мальчик. Это ж надо додуматься до такой болезненной идеи по карнизам ходить в маске. Вы знаете, если бы были живы его родители, они бы его пороли, и все было бы в порядке. Я же его бить не могу. Вернешься домой, убью паразита. А я отсюда не выйду. Я пошутила. Еду тебе будет готовить тетя Нюра, деньги у нее. И не ссорься с Лизой. Она очень воспитанная девочка. А Зина из 26-й, которую ты напугал, родила. Тебя увезли, а она родила через час, недоношенную. Думали, все, идиот. Думали, у нас теперь два идиота. Ты и он. Держи. Стоп, стоп. Поднимай. Товарищ Иван, тяните. Опять компот. Спасибо, тетя. Так, хорошо, хорошо, молодец, молодец. Ну, активней, сильней, что его. Урок окончен. Убрать маты. Ну, быстро. Ну что ты его роняешь? Уложи аккуратно. Принять положение вниз. Что ты каша малоел? Все повисли. Все. Так, хорошо. Итак, завтра эстафета. Опоздавшим снижается оценка по предмету. За год. Ясно? Угу. Пришедшие без формы бегут кросс 5 километров вокруг школы. Ноги сзади убрали. Молодцы. Те, кто не придут, моют пол в зале. Надеюсь, повторять не надо. Так, пионер Шварц. Где портрет? Нет. Завтра не будет. Отверну голову. Кто дежурный? Я. Убрать шест, канаты, остальные разойдись! Да, слабоватый пока еще, дружок, не окреп еще. Ну хорошо, сними шест и иди домой. Ага. Канат я сам сниму. Да, и одевайся потеплее. Слушаюсь, товарищ Чумовой. Разрешите идти? Иди. Эй! Кто-нибудь! Эй! Помогите! Кто-нибудь! Помогите!
участники 4-5 этапов, быстро на свои места! Так, пионер Шварц. Пионер Шварц. Пионер Шварц! Где пионер Шварц? Где портрет? Ваше задание выполнено. Это что за мужик? Основатель Основатель чего? физкультуры. Матрос, партизан, железняк. Ты чернил попил? Это беглый каторжник. А ну-ка, быстро убрать отсюда. Бегом! Участники 6-го этапа! Живо на свои места! На, кури. Ну-ка скажи-ка, чемпион, никому мячик не нужен? Хорош такой, круглый, из чистой кожи. Могу продать. Да пошел ты! Папиросы покупайте и любые выбирайте. Все зависит от того, сколько денег у кого. Есть Сафо, Американ, Самородок и Осман. Тары-бары номер 6, всего не перечесть. Покупайте, что хотите, но кредита не просите. Ты деньгами расплатись. Или к черту, друг, катись. Товарищ, будете продавать папиросы детям, я на вас сообщу, куда следует. Это что вы, про табак? Я не понял. Я дурак. Меня мама в детстве мыла. Ну и на пол уронила. Юра, скажите лучше кукуруза. Конечно. Ты пошли к черту! Юра! Юра! Ты знаешь что, Нюр, ты лучше приходи завтра на 9 с моменте у кладбища. А что ты, Нюр, ну, погуляем по кладбищу, на лодке покатаемся, а? Поняла? Ой, Нюр. Брысь отсюда! Молодец! Иди сюда. Ты что, под придуркой работаешь? Вы сказали, я еще не окреп. Вот я делаю закрепляющие упражнения. Вот сейчас и займешься этим. Значит, ты, Шварц, Шварц! И этот, как его, пойдете в зал, спортзал, и будете мыть полы. С мылом! Брысь отсюда! Ну, чумовой, ну, гад! Давай. Во. Шире, скотине! Пальто на ватине! Ты что такой грустный, Витек? Да не грусти, жизнь прекрасна. Сегодня имеем мы булки и платим за даму в кино, а завтра на водной прогулке пойдем утюгами на дно. Тетя Буба, Ну, свечек не дадите? зачем тебе Рейхстаг спалить? Так его уже спалили. Нашлись добрые люди. Нужны, дядя Боба? Нужны, очень нужны. Оперативный план еще не готов, но они понадобятся. Ну, понял. Ну, возьми там в ларьке. Как ты думаешь, Витек,
Взять ее с собой или оставить? Выпить вечером с гетерами или утром с друзьями? А, ни то, ни другое. Выпить сейчас. Твое здоровье. Дядя Боба, почему ты такой веселый-то? Перед гибелью древнего Рима был невиданный взлет оптимизма. Ладно, идите, братцы. Только не оставляет отпечатков пальцев. А, черт. Принес? Ага. На. Вон они. Прошу вас, Нюрочка. Вот так. Счастье мое, я нашел сюда в нашей встрече с тобой. Вот так. Пришли. Вот сволочь. Нюра, бабушка. Ты что? Вот я кому-то сейчас, кажется, уши надеру. Извините. Юра! Thank you.
Ах вы! Куда? Чего тебе, бабуся? Будь ласка. Де у вас тут базар? А где он тут базар? А это, бабуся, воєнна тайна. Та не шуткуйте так, яка може тайна? Я вже зупріла вся шукаючи. Ты не знаешь, где базар? Нет. Ты скажешь Говори, бабусе, где коротко. базар. Говори! Брат, Говори! Белый гвардейский, Говори! говори. Говори! Отдаст! Я же как паршивец. Куда же он подевался? Вы не видели, куда он побежал? Боже мой. Вы глухонемой? Бедный мальчик. Ну, булочку. А ты, мальчик? Я тоже. Что? Что тоже? Что? Глухонемой. Хулиганы! Пошли. А дед с прутиком, дед с чемоданами. Ага. А когда ему на прутиком за угол. А почем ваши неженские огурчики? А у тебе гроші є? Конечно. Меня мама послала, понимаете? А он тебе почем? А це не мої. А можно попробовать? Будь ласка. Брать будут. Сам знаю, що будуть. В нашем городе была парочка, модный парень рабочий простой. Она была пролетарочка, всех пленяла своей красотой. Ослепляющий взор, на тебя я с волнением гляжу, за тебя я с улыбкой пойду на костер, на тебя свой венок возложу. Дядя Боба, можно вас на минутку?
Алло! Мои юные друзья, сейчас! Приветствую вас, коллега. Иду! О! Вам, господа, конечно, россыпью. Да, нам 3 сигареты. Нева. Сопляки Неву купили, а пожрать, видно, забыли. Да нет, мы только что с рынка. А, ну да-да, другое дело. Между прочим, любимый сорт Калигулы и его коня. Кого? Калигула, римский император. Это он ввел своего коня в Сенат, доказав, что для того, чтобы управлять государством, не обязательно обладать умом. Достаточно одной лошадиной силы. Простите, 10 пачек папирос, пожалуйста. Хорошо. Курите на здоровье, но не отравляйтесь. Я не для себя. Ну, тогда другое дело. А то фея, курящая папиросы, это было бы странно. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Я пошел. Ну, давай. Прощайте, господа. Опа! Ну что, братцы, может, по пивку? Угощаю. Так. Дай молодым дорогу. Ты куда с пацанами? Петрович, это мои ученики, мы на 10 минут. Ладно, все будет нормально. Ну хорошо, проходи. И машинисту молодому защитит кондуктор Виктор Москва. Ой, тише, тише, ради Бога! Свои замок подать Господи. Пейте. Мы не пьем. Для мужского разговора надо. Ну, если для мужского, то конечно. Горькое. На то оно и пиво. Пиво всегда горькое. Курите. Ермолай Спиридонович. Нет, чего нет, того нет. Клава, повторить. Ну что, получится у нас мужской разговор? О чем это вы, Ермолай Спиридонович? В общем так. Материал бастон. Пошив мост швея, куплен в 32-м Бузулуке, прислал брат из Нальчика. Пользовался я им редко. На педсоветах 3 раза на концерте и 5 раз на кладбище. Так что пиджак почти новый. В понедельник должен быть у меня. Ермолай Спиридонович! Очень. Ермолай Спиридонович! Мы не брали? Я не брал. Шумейкин. И Швайц тоже не брал. Это жгун. Я видел жгуна в вашем пиджаке. Он шел играть в футбол. И хвастался. Да, еще хвастался, когда был пиджак. Ермолай Спиридонович, мы не брали? Верьте нам. Значит, повторяю. В понедельник пиджак должен быть у меня. А версию твою я проверю. Теперь присядь сюда. Тетка из Крыма не вернулась? А какое вам дело до моей тетки? Поехали.
Пропал. Совсем пропал. Загубил молодую жизнь. Чумовой идет к жгуну, и жгун ему все рассказывает. И тогда тюрьма. 7 лет. С отягощающими обстоятельствами. В смысле кладбища. И отец еще и забьет. Папа. Бедный папа. Режет мышей. Лечит кошек. Чтоб кормить такого сыночка. Такую сволочь. Надоело мне твое нытье. Иди-ка ты домой. Здравствуй, Леша. О чем ты сейчас думаешь? Да вот я сижу и думаю о дровах. Вот наступит зима, возьмут их люди, положат в печку и сожгут. Прав я или не прав? Прав, Леша. Так вот, если я незаметно возьму несколько, штучек, подвяжу их, снесу на рынок и продам. И куплю себе рисок. Хорошо это или нет? Хорошо, Леша. Дрова ведь сгорят, только в другой печке. А могу ли я за перенос дров, за этот каторжный труд поесть и рисок? Можешь, Леша. Значит, так тому и быть. Приветствую вас, коллега. Отчего так печальный, мой друг? Домой не хочется, товарищ Иван. Чужой пиджак потерял. Не найти, не расплатиться. И из-за этого стоит так расстраиваться. Пиджак, дом. Дом поэта, весь мир. Пардон. Поэты странствуют по миру, беседуя с богами. Так вставайте, пойдем. А я помню ваши первые стихи, которые вы написали. Мы тогда лежали оба в больнице. А я вам читал про Арнольда. Вошел в парикмахерскую, сказал спокойно: будьте добры, причешите мне уши. Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось, как у груши. Сумасшедший, рыжий, запрыгали слова. Ругань металась от писка до писка. И долго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая редиска. А? О, фаянс, белизной ослепляющий взор, на тебя я с волнением гляжу, за тебя я с улыбкой пойду на костер, о тебе свои песни. Пусть другие впадают в лирический транс, наблюдая сверкание льдин. Я же знаю одно: санитарный фаянс человечеству необходим. Вот тут меня опубликовали, правда, вместо «О фаянс» напечатали «унитаз», но это не важно. Пиджак, чепуха, ссор. Мы гонорар разделим пополам. Станешь большим поэтом, вернешь старику. Я гонорар раскину пополам, и половину я пущу по водам. Спасибо от советского народа.
Что тебе? Жгун нужен. Зачем? Пиджак нужен. Еще что? А пиджак у меня. Врешь. Стой. Смотри. Сегодня моя очередь носить. Мы по очереди носим. Добрый вечер, тетя Ань. С приездом. Вы загорели. Тепло там, в Крыму? Ты пил вино? Нет, пиво. Ну, понимаете, тетя Аня, мужской разговор. Катастрофа. Катастрофа. Справиться с тобой я не могу. Твой отец, по рассказам очевидцев, перелетал Тянь-Шань на планере. А твой дед, его именем на Памире назван ледник. Это все были благородные люди. Хотя сейчас эти понятия не в чести. Ешь фрукты. А это тебе подарок от теплых морей. А это выпускники нашей школы. Люди, ставшие гордостью нашего города. Знаменитые рабочие, моряки, физкультурники. Успеваемость у нас на высоте. Дисциплина тоже. Второгодников почти нет. Большое внимание мы также уделяем спорту. В школе имеется весь необходимый спортивный инвентарь. Волейбольные сетки, маты, мячи. Может быть, пока хотите осмотреть спортивный зал? Что это такое? Убрать немедленно, живо. Сейчас. Нормальных детей нет. Дебилы.
дегенераты, кретины. Мой метод воспитания – тяжелый физический труд. И лучше всего в коллективе, в массе. Будьте любезны, где здесь кабинет психиатра? Наверху, по лестнице. Спасибо. Вообще-то он почти нормальный мальчик. И во всяком случае не дефективный. Не нужно ничего объяснять, мамаша. Наш метод позволяет нам самим во всем разобраться. Вот этот тест-анкету я составляла сама при помощи профессора Пузанца. Вот он. Садись. А может быть, не надо? Он, конечно, склонен к шалостям, но вообще-то он нормальный, У вас обыкновенный старомодные ребенок. понятия о детях, мамаша. Нормальных детей нет. Приготовились? Я готов. Куда впадает река Сукруп? В озеро, в море, в океан, в другую реку? В океан. Сколько лет было Наполеону, когда он умер? 5, 7, 12, 84, 162? 101. 789 умножь в уме на 84 и раздели на 167,4. Так, дальше. Ты болел, в скобках болела, коклюшем, малярией, дифтеритом, тифом, скарлатиной, шизофренией, пляской святого Вита, чесоткой глистами. Скарлатиной. Попробуй продолжить стих. Утро. Рады детки все. Радостные лица. На трамвайной колбасе едут лев и львица. У тебя когда-нибудь возникает желание ударить соседа по парте, похитить деньги, укусить кого-либо? Укусить соседку по парте. Так. Из ниже перечисленных наиболее замечательным человеком тебе кажется Глинка, Эдисон, Нат Пинкертон? Калигула. Кто таков? Римский император. Он своего коня в Сенат ввел. Назови рифму к слову корица. Горчица, царица, орлица, лисица. Уменьшительное имя последнего царя кровавой династии Романовых. Миша, Гриша, Петя, Вася, Коля, Федя, Женя, Кеша. Коля! Все, опрос окончен. Боже мой. Объект умственно отсталый, склонен к монархизму, отлично знает, как звали последнего царя кровавой династии Романовых. Шизофрения. Шизофрения? Кроме того, инкубационная форма маниакального кретинизма на эротической почве. Да-да-да, хочет укусить соседа по парте. Так что мы с ним проводить занятия не можем. Ему вредны тепличные семейные условия. Его должен перевоспитывать коллектив лучше всего в условиях тяжелого физического труда. Самих вас надо в условиях физического труда. И это у вас у самой инкубационный период маниакального кретинизма. И уже не инкубационный. Пошли. А теперь понятно, откуда берутся такие дебилы. О, товарищ Иоанн! Здравствуйте. Пойдем. Ой, подвинься. Следующая остановка Малый проспект. Прям какая-то казнь египетская. Все едешь, едешь, никак не приедешь. Как у вас только люди живут в этом Ленинграде? А куда вам надо? Царско-сельском. Тогда вам еще полчаса, не меньше. Замечательно, прекрасно. А знаете, это еще не самый длинный маршрут. Самый длинный – это 4-й. Знаете, как про него поют? Как? Долго шел 4-й номер, на площадке кто-то помер. Не доехал до конца, ланцетрица, опца-ца. Прекрати на нас люди смотреть. Да, странные романсы теперь поют. И вот представьте себе, белый снег. На брюхе стоит генерал. Красавец, в расстегнутом мундире. Волосы развиваются на ветру. Солдаты взяли на изготовку. И вот он им говорит: братцы, исполните последнюю волю.
Дайте мне гитару. Глядя на луч пурпурного заката, стояли вы на берегу Невы, вы руку жали мне, промчался без возврата. Тот сладкий миг, его забыли вы руку жали мне, промчался без возврата. Вот сладкий миг, его забыли вы. Браво! 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 Ну что, спасибо, спасибо. Еще одна сумасшедшая. В своем сочинении Лиза Соловьева глубоко и образно раскрыла тело. Она отразила значение картофеля не только в жизни советского рабочего, так сказать, горожанина, но и в созидательной деятельности советского колхозника, работающего на город. Садись, Лиза. А теперь последнее сочинение. Виктора Шумейкина. Назови тему сочинения Шумейкина. Картофель в жизни советского человека. Правильно. А теперь я зачитаю вам его короткое стихотворение. Итак. Что б мы делали на свете без картофельной муки? Мы бредали, словно дети, гасли б, словно огоньки. Мы компотов не имели, не едали б киселей, с картмукою в самом деле нам живется веселей. Вот такой у нас картофельный Пушкин. Гады! Соловьева!
картофельный Пушкин. И вы уже знаете. Конечно. Что с тобой, Шумейкин? Да ничего, дядя Коля. Понимаю. Тебе кажется, что тебя никто не любит. Перестань. Скоро тебя будут любить девочки. А это очень ответственный момент в жизни поэта. Представляешь, сколько их? И все они будут твоими, если захочешь. Раздевайтесь, девочки! Поднимайте ножки! К вам идет Шумейкин, Пушкин из картошки. Глупый смех. Ты плюхнулся в воду, как старая жаба. Я даже думала сначала спасать тебя. Меня спасать не надо. Я сам кого угодно спасу. А что у тебя за дурацкая шлюпка? Первый раз такую вижу. Эта шлюпка не дурацкая. Мой брат Колька и один его приятель купили ее в складчину. Но так как у них разные вкусы, то они разделили ее на 2 части. Они думают, что у каждого своя шлюпка. Да, смешная история. Ну ладно, я пошел. Глупый, куда ж ты пошел? Ты же мокрый, как курица. Пойдем к нам, тебе надо высохнуть. Возьмешь весла, будешь похож на спортсмена. Это даже красиво. Иди вдоль берега. Встретимся на мосту. Ты, наверное, замерз, как крыса. Не как крыса, но замерз. Значит, голоден, как собака. Не как собака, но голоден. Сейчас я тебе суп принесу. Он очень вкусный. А знаешь почему? Почему? Потому что он из обрезков самых разных колбас. Кстати, как тебя зовут? Витя, а тебя? Маргарита. Красивое имя. Не то, что Лиска какая-нибудь. А мне мое имя не нравится. Какое-то старорежимное. А вот у нас в доме девочку одну электрификацией назвали. Электрификация Валентиновна. А мальчик Трактор. Представляешь? Трактор по фамилии Пипка. Зато у тебя выгодное имя. Вот, например, рассержусь я на кого-нибудь. Нинка, Лиска. А на тебя Маргаритка. Сразу цветок получается. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Ты на кухне переоденься, мы вместе выйдем. Мне в булочную надо. А, хорошо. А ты любишь ходить по городу? Больше всего на свете. Пирожки, ребята, пирожки. А бумаги не надо? Ты чё? Пирожок Место зловещее помнится граждан, где буревестник погиб. Помнится, помнится гражданам место, где буревестник погиб. Грозные тучи над городом плыли, плыли над серой волной. Но не пришлось кораблю буревестник Да так, снова одна. вернуться домой. Это мой враг номер один. Не пришлось
симпатичная. Может, ты к ней придираешься? Да ну. Ребята, где здесь поворот на Харьков? А вон туда. Из залива по этой шкиперской протоке галеры шли в галерную гавань. Понял? Пошли. А это кроншпиц. Раньше он был деревянный, а теперь каменный. Какое острое слово. Крон. Слушай, а ты грести умеешь? Конечно, умею. Я тебе сейчас напишу, только так напишу, что ты только дома сумеешь прочитать. А ты что, левша? Нет, только я умею и левый, и правый. Дома прочтешь, в зеркале. А что это ты там в зеркале разглядываешь? Это записка. Мне ее Маргарита левой рукой написала. Приходи на Смоленку, на то место, где ты в воду плюхнулся, Маргарита. Это кто такая Маргарита? Не то девушка, не то девочка. На набережной. Случайно познакомились. Ты заводишь уличные знакомства? Не уличные, а набережные. Какой ты еще ребенок. О, это к нам. Я открою. Да ты что, ты же в платье. Ну и что? Тогда платочек надень. Ага. Здравствуй, девочка. Здравствуйте. Анюшу Мейкину можешь позвать? А я ее дочка. Да? Вот как? Вот так. Меня из Ялты привезли. Я незаконно рожденная. Я у бабушки жила. Да, ну а позвать ее можно? А она больна. Что-то здесь не так, девочка. А ну-ка, включи свет. А у нас лампочки перегорели. Ну ладно, идемте, я вас провожу. Идемте. Сюда, сюда. Сюда, идемте. Сюда. Физкульт, привет! Я тебя... Ермолай Спиридонович! Порази! Аккуратней там! Это черный ход! Я здесь! Успел-таки? Ага. Это мой брат Коля, а это Витя. Здорово! Скоро отъезжаем! Он не разговаривает. А, глухонемой! Нет, он нормальный. Просто он хочет стать полярным путешественником, вроде Амундсена. А там
У меня есть один знакомый поэт, дядя Боба, очень хороший, вот послушай. Сегодня имеем капризы и многого хочем достичь. А завтра случайно с карниза по черепу трахнет кирпич. Сегодня имеем зарплату и в бане кричим «поддавай». А завтра случайно к закату на нас наезжает трамвай. А дальше? А дальше я не помню. Ну ладно, вспомню, расскажу. Ты любишь море? Люблю. Сейчас любишь или вообще? Вообще люблю. А куда мы плывем? Море! Куда-нибудь приплывем. Правда, Коля? Коля, мы можем быстрее? Давай быстрее! Еще быстрее! Коля, а весла-то ты забыл? Коля, а лодка-то течет? Давай, давай, быстрее. Ты что, трясешься, замерз? Да нет. Ну тогда бери черпак и грей. Давай. Коль, ну как? Давай. Вспомнил. Сегодня имеем и булки, и платим за даму в кино. А завтра на водной прогулке пойдем утюгами на дно. Шлюпка тонет, а ты несешь чепуху. Давай работай. Как вы себя чувствуете? А мы тебя проведать пришли. Ну, что врачи говорят? Горло и плеврит. Плеврит, то есть плевое дело. Сейчас мы тебя вылечим. Сейчас вылечим. Давай. Ему нельзя. Пардон, мадам. Привычка. Холодный пламень раздавать друзьям. Я тебе яблоки принесла. Ешь. И нечего на меня глаза пялить. Если бы ты утонул, мир ничего бы не потерял. Но раз ты не утонул, тебя надо навещать, понял? Маргарита велела передать тебе привет. А вот тебе записка от Коли, потом прочтешь. Поздравляю. Хороша, строга, добра. Позвольте, я вам прочту свои стихи. Мой ученик. Вы были птицею, сидевшую на пне, сложившей крылья, уронившей клюв. Вы были дерево,
Вы сожжены в огне, вы стали этот пень, я вас люблю. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Не буду вас печалить я ничем. Стоп, стоп, стоп. Что такое? Ну, про любовь еще ладно, куда ни шло. Но больше не тревожит. Я не хочу печалить. Это же ни в какие ворота не лезет. Это же чушь. Это Пушкин. Вы его в свои засунули. Разве? Ассоциации возможны, но плагиат нет. Никогда. Представьте себе белый снег. На обрыве адмирал. Красавец. В расстегнутом мундире. Волосы развиваются на ветру. Солдаты взяли на изготовку, и вот он им говорит. Братцы, дайте мне гитару. Дайте лучше мне гитару. И это было на заводе у предельного станка, где родную песню заводит зов привычного гудка. Под шумящие колеса песня девки горяча, там любить ей довелось развеселого тыкача. Хор! А станочек и мой станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, ты не найдешь. Станочек и мой станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, ты не найдешь.